Каждое утро миллионы людей просыпаются, не подозревая, что над их головами висят стены смерти. Бетонные и земляные дамбы, возвышающиеся над долинами, удерживают объемы воды, сравнимые с морями. В этих гигантах растут трещины, разрушаются швы, подмывается основание. Когда инженеры находят повреждения, они понимают, невидимый таймер уже запущен. Остается лишь гадать, сколько осталось — годы, месяцы или считанные часы. На юго-востоке Турции стоит плотина Ататюрка, одно из самых опасных сооружений мира. 3-километровая стена высотой с 40-этажный дом удерживает 12 миллиардов кубометров воды. Это искусственное море, нависающее над миллионами людей. Проблема в том, что ее основание покоится на слоях гипса и ангидрита, породах, растворяющихся в воде. Геологи предупреждали, подземные пустоты будут расти как полости в куске сахара, но власти решили строить здесь, а потом бороться с последствиями. С тех пор под плотину закачали столько цемента, что из него можно было бы возвести новый город, но вода продолжает вымывать породу. Рабочие круглосуточно латают новые провалы, а под основанием все глубже уходят пустоты размером с дома. Это бесконечная схватка между человеком и стихией, где победитель известен заранее. Если плотина рухнет, волна высотой с 15-этажного дома сметет все на своем пути — города, дороги, мосты. За 1,5 часа вода дойдет до Шанлы-Урфы, а через 3 дня — до Багдада. Исследователи предупреждают, погибнут миллионы, прежде чем закончится один футбольный матч. В 2016 году специалисты обнаружили, что фундамент плотины продолжает проседать. На дне водохранилища появились воронки глубиной с 5-этажный дом. Один из инженеров сказал, «Если она рухнет, это будет как взрыв ядерной бомбы, только растянутый на сотни километров». Турецкие власти наняли итальянскую компанию для срочного ремонта, но сами строители признают, они не исправляют проблему, а лишь продлевают агонию. История знает десятки случаев, когда вода становилась оружием массового поражения. В 1975 году в китайской провинции Хубэй проливной тайфун обрушил плотину Гуаньтан. Одна из крупнейших в стране не выдержала, и за считанные минуты миллионы тонн воды сорвались вниз со скоростью поезда «Волна». Высотой с 3-этажный дом мчалась по долине, сметая все живое. Люди, разбуженные грохотом, выбегали наружу и видели приближающуюся стену воды. Бежать было некуда. Прорыв вызвал цепную реакцию. Еще 60 плотин ниже по течению рухнули одна за другой. К рассвету под водой оказалась территория размером с Данию. Погибло более 170 тысяч человек. Это стало крупнейшей гидротехнической катастрофой в истории человечества. В Италии, в долине Аосты, в начале 60-х годов построили плотину Монте-Кавалло, гордость страны и символ инженерного триумфа. Ее бетонная арка высотой почти 300 метров считалась неуязвимой, пока гора над водохранилищем не начала двигаться. Геологи предупреждали, склон нестабилен, но их не слушали. 9 октября 1963 года 300 миллионов кубометров породы, кусок горы размером с центр Парижа, рухнули в воду. За 40 секунд в озеро упала масса, равная 1000 пирамид Хеопса, вызвав волну высотой с 20-этажный дом поток, перелился через плотину и уничтожил долину. Город Ла-Торре исчез за несколько минут. Тысячи людей погибли. Плотина осталась стоять. Погибло все, что было под ней. Ее до сих пор называют памятником человеческой самоуверенности. Во Франции в 1959 году рухнула плотина Сент-Мари, современное на тот момент сооружение, спроектированное с учетом всех норм. Но геологи ошиблись в расчетах. Основание
оказалось слабым. Вечером 2 декабря бетонная стена треснула и обрушилась в долину. Поток воды высотой в несколько этажей унес городок Фрежус, где погибли сотни жителей. Эта трагедия стала уроком, который человечество так и не усвоило. В 21 веке плотины стали еще больше, а риски страшнее. В Китае на реке Янцзы возвышается гигантская плотина 4 ущелья. Бетонная стена длиной 2,5 километра и высотой с 60-этажного дома. Она сдерживает водохранилище протяженностью 600 километров, но геологи предупреждают, конструкция стоит на тектоническом разломе. Вес воды изменил баланс земной коры, и количество землетрясений в регионе выросло в несколько раз. В случае обрушения под угрозой окажутся сотни миллионов человек. Когда в 2020 году ливни обрушились на центральный Китай, уровень воды поднялся до критической отметки, и власти открыли все шлюзы, затопив миллионы гектаров земель, чтобы спасти дамбу. В Соединенных Штатах Америки в 2017 году часть водосброса плотины Оровилл, самой высокой в стране, обрушилась, и инженеры боялись, что вслед за ним рухнет вся конструкция. За плотиной скопилось столько воды, сколько потребляет весь Лос-Анджелес за 2 года. 200 тысяч человек покинули дома, спасаясь от возможного потопа. Дамбу удалось удержать, но ремонт стоил больше $1 миллиарда. В Африке плотина Кабора-Баса, построенная еще в прошлом веке, теряет устойчивость. Водные потоки выбили у основания яму глубиной с 30-этажный дом. Если она достигнет фундамента, стена может потерять опору и обрушиться, погребя под водой сотни тысяч людей. В 2019 году в Бразилии рухнула дамба-хвостохранилища под Белу-Оризонти. 12 миллионов кубометров ядовитого шлама смели дома, дороги и деревья, превратив долину в грязевое море, погибли сотни людей, вода и почва на сотни километров оказались отравлены. Расследование показало, что руководство знало о деформациях и скрывало опасность. В России авария на Сайно-Шушенской гидроэлектростанции в 2009 году стоила жизни 75 человекам, 80, но могла обернуться катастрофой планетарного масштаба. Если бы взрыв турбины повредил плотину, миллионы людей вдоль Енисея оказались бы под водой. В Индии в 2013 году мощные ливни прорвали ледниковое озеро в Гималаях, естественную плотину, образованную таянием снега. Волна воды и камней разрушила город Кедарнатх, похоронив тысячи паломников. Даже в странах с самыми строгими стандартами безопасность остается иллюзией. Одна трещина, одно землетрясение, и вода превращается в оружие, против которого человек бессилен. Сегодня мир живет под бетонным панцирем, созданным нашими предками. По планете стоят десятки тысяч плотин, построенных в середине прошлого века, когда о климатических изменениях почти не думали. 2/3 крупных дамб уже перешагнули 50-летний рубеж и приближаются к критическому возрасту. Их проектировали под климат, который давно исчез. Дожди стали сильнее, засухи — жестче, а стихийные бедствия — нормой. Если в 20 веке крупные прорывы происходили несколько раз в год, то сегодня их фиксируют еженедельно. Старые конструкции трещат. Инженеры чинят их как могут, а государства экономят на реконструкции. Особенно опасно положение в странах Азии и Африки, где тысячи дамб работают без надзора, а предупреждения специалистов игнорируются. Войны делают ситуацию еще страшнее. Плотины становятся военными целями. Их разрушение способно уничтожить города быстрее, чем авиаудары. В Судане,
Йемене и на Ближнем Востоке десятки гидросооружений оказались в зоне боев, и никто не знает, в каком они состоянии. В 2023 году циклон обрушил дожди на Северную Африку, и 2 старые плотины над городом Бенгази не выдержали. Потоки смыли треть города, тысячи людей погибли. Крупнейшие международные проекты по реконструкции идут медленно. Демонтировать старую плотину стоит столько же, сколько построить новую. Мир оказался в ловушке. Невозможно разрушить то, без чего миллионы останутся без воды и электричества, но и жить под ними все опаснее. Ученые предупреждают, к середине века большая часть населения Земли будет находиться ниже дамб, построенных дедами и прадедами. Каждая трещина в бетоне — это послание воды, каждое наводнение — репетиция грядущего бедствия. Мы строили плотины, чтобы укротить стихию, но природа оказалась терпеливее. Она ждет десятилетиями, медленно разрушая то, что считалось вечным. Мы можем продолжать латать стены и надеяться, что выдержит еще одно наводнение. Но однажды вода напомнит, кто на этой планете настоящий хозяин. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.